В этом ролике я раскрою вам самую большую и самую огромную тайну. Почему все трейдеры, все блогеры зарабатывают огромные деньги и вдруг ни с того ни с сего делятся своим успехом, снимают ролики, показывают стратегии. В чем секрет и почему у одних работают стратегии, а у других идет череда неудач? Более того, у меня довольно часто в личке спрашивают партнеры и просто там наши подписчики: раскрой свой секрет, почему у тебя получается, а у меня нет. Обо всем этом мы поговорим в этом ролике, а сейчас с тебя лайкос авансом, подписка, погнали. Как ты можешь заметить, у меня уже запущен автоматический торговый бот, потому что я сегодня был занят в оффлайне. Затем, когда пришел к своему рабочему месту, решил запустить торговую систему, то есть автоматический алгоритм, который сам зарабатывает. То есть прямо сейчас, вот в реал-тайм, видим, уже сделка новая открывается, видим, уже пошла 21 серия, пока бот запущен, сделано 59 сделок из 700, 700 специально я сделал большой лимит, расширил его, и заработано $539. Далее смотрим, спускаемся вниз, какие сделки были на какой серии, то есть какие просадки бот может выдерживать, то есть как вообще в целом проходит торговая сессия. На текущий момент она работает, то есть данный алгоритм около 10 минут, то есть за 10 минут уже имею плюс $566. Минимальная сумма сделки у меня сейчас $30, то есть все сделки открываются по $30. Вы посмотрите, какое огромное количество сигналов. Это у меня один из стареньких ботов, буквально сегодня я его переписал, у нас реально огромное количество ботов, их на самом деле уже более сотни разных инструментов, это не говоря о том, что еще около 1000 различных стратегий, которые создавали наши партнеры на основе уже наших инструментов, где-то они самостоятельно создают, и все это в голове на самом деле не удержит. Я сегодня листал каталог, думаю, дай-ка попробую этого бота восстановить, попробую его адаптировать именно под как раз-таки автоматическую торговлю. Да, это скальп сделки на S5, это очень быстрые сделки, несмотря на это, сами видите результат, да, там где-то вот сейчас хорошая проходимость, уже плюс $649. Пинелечка, то есть я выставил take profit на $2500, минус $6000, это убыток, который я готов потерять за текущую торговую сессию. Тьфу-тьфу, как говорится, надеюсь, к этому не придем. Что это за торговый бот? У меня сейчас в скриптах он называется Impulse Rider под номером 2, то есть ID 2, просто переходите в каталог скриптов, пишите здесь, давайте вот так, ID и 2, то есть для тех, кому это интересно. Я не говорю, что это у вас будет так работать, то есть я вот его решил запустить. Почему на реале? Потому что ранее в ручной торговле этого бота использовал именно на графике M1, то есть на минутном таймфрейме, и показывал очень хорошие результаты. Это бот, алгоритм в целом, который торгует по тренду, то есть он смотрит на текущий тренд и открывает сделки. Вот, например, в текущий момент на S5 тренд перестроился, видим, сначала был сигнал еще в sell, у нас бот открывал, здесь, возможно, где-то сигнал был, он исчез, перерисовался. Такое бывает, это нормально на самом деле. Потому что он построен на основе индикаторов. Видим, тренд сменился, бот пошел дальше работать. Замечательно, перекрылся здесь плюс, хотя бы это уже к слову, да, кстати. Какие настройки по автоторговле выставлены, покажу немножечко позднее. Сейчас переходим к самой основной теме, да, почему все трейдеры, там, блогеры зарабатывают огромные деньги, делятся там успешным успехом, один снимает, как они на Ламборгини катаются, в Дубае арендуют свои тачки, дома, кто-то просто деньги перед экраном разбрасывает, а у вас это не получается. Почему? Самый главный секрет вообще, и после этого сразу можете, я говорю, выключайте ролик, да, самый главный секрет, секрета нету. Это просто отработка своей стратегии, придерживаться риск-менеджмента и, конечно, самое главное, это психология, все, что у вас в голове. Я уже не раз говорил, что есть у нас Академия трейдинга, то есть просто переходим как раз-таки по ссылке в описании, называется Академия по signals.com. Как бы уже, да, тут все на старте говорит, от базовой теории до уверенной торговли. Вы просто смотрите лендинг, то есть что вас ждет. На удивление, у нас достаточно большое количество партнеров, то есть у нас суммарно в команде более 1000 человек партнеров, то есть это живые люди, которые трейдеры, которые торгуют прям буквально каждый день. Далее спускаемся, смотрим шаг за шагом по 14 разделам, что вас ждет. То есть введение, основы рынка, активы для торговли, технический анализ, графические паттерны фигуры, индикаторы инструмента, фундамент и новости, психология и менеджмент, расширенный риск-менеджмент, расширенная психология, метрики, аналитика результатов, стратегии для бинарных опционов, практика кейса команды, то есть конкретно наши практики, и заключение. То есть дальше мы выдаем также сертификат. Но как бы, да, он нигде не действует, просто как некая ачивка, да, то есть я ее называю таким образом, то есть приятно все равно пройти обучение полностью, это более 6 часов непрерывного изучения.
И далее вы получаете сертификат о прохождении курсов трейдеров, то есть вы уже можете, по идее, даже видеть рынок, анализировать. Зачем и к чему это сейчас? Я это к тому, что самый главный секрет — это знание, которое вы получаете. Многие приходят в трейдинг, видят успешный успех, как торгуют какие-то боты, торговые системы, алгоритмы. Получается успешный успех, одни доллары на балансе, а вы запускаете и ничего не получается, или начинаете торговать. Почему? Главное — это психология. То есть как начать, с чего начать, все есть это в академии. Здесь нету обучающих уроков, которые касаются как раз-таки нашего торгового терминала. Это как раз-таки самая базовая, фундаментальная информация, которую мы здесь прописывали несколько месяцев. Я лично сидел, составлял все обучающие материалы. Это не ИИ-генерация. Здесь, из ИИ только какие-то термины, теории и прочее. Это самостоятельно составленный мной пошаговый план по продвижению от нуля, то есть от новичка, от базовой теории до уверенной торговли. Просто к чему я это? К тому, что не все партнеры, даже у нас более 1000 человек, да, партнеров, и не все зашли в академию и даже не изучают. То есть даже некоторые вообще не открывали, а некоторые открыли и закрыли. Откуда я знаю? Потому что это наш сервис, и просто по статистике видим. К сожалению, это очень печально. А потом этот же человек, этот же партнер пишет: Ник, у меня ничего не получается, я не понимаю вот то, я не понимаю это. А всего-то, что нужно было сделать, перейти в академию и, например, даже элементарно, есть какой-то вопрос, можно перейти в глоссарий. Нет, можно зайти в АИ-поиск, и здесь, например, уже даже какие-то базовые вопросы предлагает там, да, вот чем отличается тренд от флета. Задаем вопрос, либо же пишем вручную свой вопрос, и вам искусственный интеллект на базе нашей академии отвечает. Да, каких-то, может быть, ответов не быть, пожалуйста, всегда личка доступна, личка открыта. В материалах Академии видим, да, чем отличается тренд от флета. Это странно, кстати, потому что это есть. Видимо, здесь немножечко глуповатая модель у меня сейчас подключена. Она сама зато предлагает, что такое тренд, 4 признака тренда. В уроках Академии подробно разбирается понятие тренда, да, вот. И как раз-таки отличие, все здесь указано. Видимо, здесь немножечко вот протупила нейронка. Ничего страшного. Самое главное, вас направлять на нужные уроки. Что такое нисходящий? Сам предлагает, то есть наш АИ-поиск, да, сам предлагает тематики, какие вы можете изучить, например, там раз и перешли к какому-то уроку. Что такое клини? Восходящий, нисходящий. Различные материалы обучающие. Бах, спустили, здесь есть обучающий материал. Далее вам задают вопрос, да, там сформировался нисходящий клин, понижение максимум, минимум. То есть проверьте себя, и вы интерактивно отвечаете на какие-то вопросы. И смотрите, правильно вы, например, или неправильно ответили. Видим, да, я нажал просто специально вниз, смотрим, прогноз неверный. Вам рисуют, куда должно быть движение и почему. То есть это интерактивная обучающая академия. К чему я это? Да к тому, что начните получать знания. Тот, кто показывает успешный успех, тот также проходил через какие-то тернии. У меня тоже какое-то время не было результатов. Я потерял довольно большие деньги, прежде чем научился. Прежде чем до меня наконец-то дошло, что легких денег-то, ё-моё, оказывается, не бывает. Оказывается, нужно думать головой, а не только смотреть, как тебе кто-то присылает сигнал. Самое интересное, что многие, кто задается таким вопросом, бегают из команды в команду. Меня на самом деле это очень пугает. То есть почему мы с другом начали разрабатывать наш вот этот вот торговый терминал, данную академию сделали, зачем мы вообще все это затеяли? Да потому что когда мы пришли в тему бинарных опционов, то есть я изначально пришел, были только одни команды, где говорили: сейчас у нас начинается VIP-торговая сессия, все дружно заходим вверх, все дружно заходят вверх, минус. Им снова трейдер говорит, снова заходим вниз, и все дружно снова ловят минус. Снова 3, 4, 5, 6 минус. И все. Получается, трейдер непроизвольно, даже, может быть, того сам не хотел и слил всех. Почему? Да, а люди задаются, точнее, вопросом, почему это произошло? А они не понимают, почему. Они не видят рынок, они не видят график, не видят ситуацию. Они даже элементарно не понимают, что такое тренд, что такое уровень поддержки, сопротивления. Все. А потом говорят, что нас этот трейдер слил. Пошли писать негативные отзывы. Кто-то пошел в комментарии к этому трейдеру писать или еще где-то. Это я не говорю, что еще существует город скам-команд, и люди, бегая от одной команды в другую, то на один скам нарвутся, то на другой, то на мошенника нарвутся, который им обещает огромные суммы денег в личных торговых сессиях, а потом удивляются, а почему это мне сказали, там, даже бери кредит, там, на $1000 бери, например, кредит, а потом вдруг минус, и человек теряет $1000, прошу прощения, долларов, и думает, что же делать? Я потерял $1000 с этим трейдером на его VIP-сессии, а потом он меня заблокировал. Да потому что надо не верить, не доверять, а нужно самостоятельно изучать. Трейдинг — это, по сути, профессия. Я этим уже живу, я этим занимаюсь.
Сколько нужно заниматься этим, прежде чем, например, уйти с той же работы? Я уже эту тематику затрагивал в одном из предыдущих роликов. Нужно не менее полугода делать результат. То есть вы пришли после работы или в какое-то время сели за рабочее место и начали смотреть, анализировать рынок. То есть что происходит, как происходит. То есть изучили академию, то есть все обучающие материалы прошли, посмотрели, допустим, назад курсу, да, там, какие вот у нас уроки есть. Перешли к какому-то уроку, изучили. 3 минуты изучения. Это немного. В день по 3 минутки изучить. 100 уроков, 100 дней, пожалуйста. За 100 дней вы будете просто профессионалом своего дела. Потому что вы будете изучать. То есть есть у нас как раз введение слова команда академия, с чего начать новичку, что и далее пошло, да, уже по цепочке, что такое бинарные опционы и прочее. Вы шаг за шагом идете, двигаетесь, получаете знания, получаете информацию и уже начинаете видеть рынок. У нас много в команде тех, кто приходил и даже не понимал, как вообще зарегистрироваться, как подтвердить свой аккаунт, там, как создать вообще аккаунт. То есть задавали все эти вопросы мне в личке, я каждому разжевывал, каждому отвечал на них. А сейчас эти же люди уже пишут в наш партнерский чат, или же там мне в личку пишут: Ник, посмотри, я тут проанализировал, такая-то ситуация, вижу то-то, 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 правильно ли я это сделал? У меня, конечно, говорит плюс, но правильно ли я вообще проанализировал? То есть задает вопрос. Я посмотрел, говорю: ты все грамотно сделал, ты грамотно подошел к данной теме, ты грамотно открыл сделку, поэтому у тебя плюс, да, то есть вот видишь, ты самоанализ уже проходишь. То есть это так и работает. Не бывает, что ты пришел в первый день, посмотрел в торговый терминал там или какому-то VIP-трейде, ну, VIP-академию какую-то зашел, и тебе трейдер говорит сигнал. Ты просто бездумно нажимаешь по кнопке, не понимаешь, что ты делаешь. А по факту все было гораздо проще. Нужно просто сидеть и изучать. Волшебной кнопки не существует. Это самый главный секрет в трейдинге. Почему у одних какие-то стратегии могут работать, а, например, там у тебя может быть череда неудач. То есть ты уже вроде бы что-то понимаешь, увидел какую-то стратегию у меня на канале, у другого трейдера на канале, где он говорит: торгуем, например, только по пересечению каких-нибудь графиков. Или, например, на пробой линии Дончан, да, там канал Дончана. А ты начинаешь торговать, а у тебя график сразу разворачивается. Почему? А потому что, во-первых, у всех видения разные. Человек выбрал эту стратегию, показывает эту стратегию, потому что она у него работает. У тебя она тоже будет работать, но только в том случае, если ты будешь ее оттачивать. Ты увидел какую-то ситуацию на графике, увидел, что сейчас происходит пробой уровня, там, по Дончину, да, но не увидел самого главного, что тренд идет нисходящий. Это оказался небольшой локальный пробой, а график ушел ниже. То есть ты это можешь сразу не заметить, но ты это будешь видеть постепенно, когда ты будешь оттачивать стратегию. Поэтому самый главный второй секрет, да, это практика. Ты будешь на практике как раз-таки отрабатывать какие-либо знания, стратегии. У меня бывали не единичные случаи, к сожалению, когда наши партнеры изучали какую-то стратегию, пусть даже которую я сам уже отточил ранее. Далее у них раз минус, сразу переходит на реальный рынок, сразу бах, минус второй, минус третий. Я говорю: зачем ты пошел на реальный рынок? Есть демо-счет, пожалуйста, открой демо-аккаунт, да, демо-счет и тестируй, тренируйся. Человек говорит мне, ну да, там партнер говорит: я уже пробовал, тренировался, но у меня все равно не получается. Я говорю: так у тебя, если на демо не получается, ты тренировался, или какие-то там неудачи, череда пошла, да, но ты перешел на реальный рынок. Какая дальше твоя стратегия, когда ты получил 2 минуса на реальном счете? Я не знаю, я теряюсь, у меня эмоции, говорит, переполняют, я начинаю просто кипеть, с ума сходить, не понимаю, что происходит, и не знаю, что мне делать. Я говорю: вот ты не понимаешь, что тебе делать, а ты дальше теряешь деньги. Зачем? Ты сначала составь себе план, пойми, что тебе делать при 2 минусах. Например, переключиться на демо-счет и открыть еще минимум 3 сделки на демо-счете по этой стратегии. Не зашло, например, это я как пример привожу, да, не зашло, все, отдыхай, пожалуйста, отдохни, или только на демо сегодня потренируйся. Попробуй вернуться через пару дней и посидеть снова на демо. Видишь, получается? Попробуй на реальном счете. Все. Третье. Многие сразу пытаются повторять, переходить на OTC, то есть на внебиржевую торговлю. Внебиржевая торговля — это рынок, который, так скажем, управляется самой биржей. То есть это внебиржевая торговля между участниками данной биржи. То есть конкретно в нашем случае это Pocket Option. Поэтому открываем реальный счет, начинаем
и учимся анализировать реальный счет. Только, например, евро-доллар. И только на евро-долларе, к примеру, сидите. И смотрите, что происходит. Нарисовали разметочку. К примеру, да, я не буду сейчас открывать, чтобы не сбить автоторгового бота. Взяли, расчертили, например, что здесь есть уровень поддержки. К примеру, да, там, что возможно потенциальное движение сюда, то есть к ближайшему следующему уровню. Если происходит пробой, то есть если сейчас происходит пробой и ретест уровня, то идет вниз. Начертили себя и ждем, и наблюдаем, что же будет. То есть какое направление было бы более верным. То есть стараемся изучать. Далее переключаемся, например, более старший таймфрейм. Сейчас переключать не буду, опять же, бота собью. На старший таймфрейм, хотя бы М15, М30, смотрим, куда идет глобальное движение. Например, глобально идет вверх. То есть, значит, у вас потенциально выше вероятность, что может, например, произойти отскок. Все. То есть вы должны понять систему действий, то есть план действий вашего дальнейшего действия, именно что вы будете делать в той или иной ситуации. Увидели, что ваша стратегия, ваша отработка в большинстве случаев правильно отрабатывает, то есть стрелочку, куда вы нарисовали, чаще отрабатывает, то есть куда вы больше вероятность ставили, значит, это ваша рабочая стратегия. Вы уже начинаете видеть рынок. Это самый главный ответ на этот вопрос. Многие, как я уже ранее сказал, да, задаются таким вопросом: Ник, расскажи свой секрет. Какой у тебя секретный бот? Скорее всего, ты нам о нем не рассказываешь. Да нету секрета, друзья мои, нету. Если бы был секрет, я бы этот секрет обязательно сделал не секретом. Так, давайте, такую тавтологию немножечко скажем. То есть я бы все тайны раскрыл, потому что самый главный секрет — это ваше отношение к рынку, отношение к деньгам. Для меня деньги — это мой рабочий депозит, это моя рабочая лошадка. Как я уже ранее говорил, да, там у строителя это инструменты, у водителя, например, того же водителя такси, это его машина, это бензин, он тратит деньги на то, чтобы вложиться в бензин, в ремонт машины, возможно, еще в какие-то услуги, там, салфеточки положить или воду какую-то поставить, если там бизнес-класс, к примеру. Человек инвестирует в это деньги. Он развез клиентов развозит по адресам, он зарабатывает деньги. В нашем случае мы вкладываемся в сделки, в отработку сделок, поэтому страха здесь быть не должно. То есть нужно научиться работать с собой, со своей психологией. Тогда все будет получаться, все будет работать. Надеюсь, вы поняли самый главный секрет. Сейчас у нас торговый бот небольшой минус залазит, я уже думал завершить ролик. Можно, конечно, его сбросить к начальной сумме, отправить, как я уже рассказывал в предыдущем ролике, да, там к первой сделке вернуть, но не буду, пусть отрабатывает. Сейчас мы немножечко подождем и будем завершать этот ролик, чтобы на хорошей ноте посмотрим за то, как бот выйдет из текущей просадки. Это как раз-таки я к чему? К тому, что показываю, как работает стратегия. Как и обещал, показываю сводку запуска. То есть, какие у меня настройки выставлены. То есть, стратегия догон на компенсацию. То, о чем я рассказывал в предыдущем ролике на канале. Можете посмотреть, перейти на канал, в видео и посмотреть предыдущий ролик перед этим, который был. То есть, это стратегия догон на компенсацию. Это самая, на мой взгляд, обалденная стратегия, которая выдерживает даже большие просадки вплоть до 8, 9, 10 минусов. Самое главное, да, чтобы все равно, в какой-то момент словить плюс. Даже если вы на 8-9 шаге, например, там 9-10 шаге у вас будет 50 на 50 проходимость, плюс-минус, эта стратегия все равно вытягивает в плюс даже из больших просадок. В предыдущем ролике я как раз-таки эту тему затронул, также показал. На текущий момент, вот видим, бот 2 плюсика открыл, да, здесь минус был, пока что находится в минусе. Текущую отработку, вот он, видим, пока что мы вот ушли наверх. Давайте я, кстати, здесь все удалю. Все лишнее с графика. Видим, отличная ситуация. То, что я показывал в предыдущем ролике. А то весь ролик пока разгорел, одни плюсы были. Смотрим просто, как хорошо шла отработка. Но это не показательно. Показательно, как отрабатывает стратегия именно как раз-таки вот в такие моменты, когда бот залазит в какой-то минус, какую-то ситуацию. Это как раз-таки к тематике отношений денег. Я доверился. Раз я уже запустил бота, логично, что я уже доверил свои деньги торговому боту. И жду, как он отработает. Если же вы боитесь, тогда не надо ничего запускать. Сидите на демо-счете, хоть год сидите, мы никого ничем не ограничиваем, у нас нет такого. Наши партнеры могут пользоваться совершенно всеми нашими инструментами. Академия трейдинга, могут использовать всех торговых ботов, совершенно все, которые только есть. Могут получить любой бот, любую стратегию вообще, которая есть в каталоге, даже с закрытым кодом, без проблем. Это к тематике того, что был у нас партнер, которого я выгнал просто за шкирку, который зачем-то пытался куда-то людей переливать и говорил, что ой, у них там бот
боты не работают, там, потом у них код закрытый, вот я бы хотел от него получить, но мне никто не дает, а ко мне никто не обратился. Тот, кто ко мне обращается и хочет получить какие-то закрытые боты, скрипты, пожалуйста, всем раздаю, всем показываю, пожалуйста, пользуйтесь. Скрываю только по одной причине, эту причину озвучивать не буду, это, так скажем, от нежелательных личностей. Поэтому, кого я уже из партнеров знаю, все ссылки, все коды, скрипты получают без проблем. Но переливать из нашего чата, закрытого комьюнити, куда-то там на сторону я не позволю. Все. Сразу бан, за шкирку вышел вон. Все, значит, тебе это неинтересно. Твоя цель была каких-то переливов, что-то там, кого-то прорекламировать, какой-то скамину, и все. Поэтому, друзья, остановил торгового бота, видим 59 серий, 159 сделок на ваших глазах отработало, 89 плюсов, 68 минусов, 2 возврата. Я считаю, это отличный результат по проходимости. Пинелечка плюс $1354 за запись данного ролика. Ушло на это около 30 приблизительно минут, даже чуть менее 30 минут. И теперь напоследок давайте я просто открою статистику, закрыл уже торгового бота, перехожу в историю, давайте, и смотрим, как отработал данный торговый бот. Просто вы посмотрите на этот результат, итог сессии плюс $1354, и смотрите, как за 159 сделок торговый бот, да, вышел сначала в плюс, чуть-чуть в просадочку ушел, и дальше просто шел только вверх. Считаю, это очень отличный показательный результат. Надеюсь, у вас тоже будут такие результаты. Самое главное уже понимать, что многое зависит, а также от ситуации, от графиков, которые выпадают, от времени суток тоже иногда бывает зависит. Но я честно в шоке, что за запись ролика $1354 с такой замечательной проходимостью. Отработали, заработали. Видим, как бот даже ушел в просадку небольшую и все равно вышел в плюс. Поэтому, друзья, не думайте, что вокруг вас одни теории заговора. Все против вас, рынок против вас и хотят отобрать ваши деньги. На самом деле, да, если сказать по секрету, да, рынок всегда хочет отобрать деньги, потому что успешные, те, кто хочет думать головой, забирают деньги у тех, кто не хочет думать головой и кто делает и совершает опрометчивые действия. Это, наверное, единственный секрет. Поэтому, друзья, дружите с головой, думайте, обучайтесь, зарабатывайте. Увидимся в новом ролике. Пока-пока.